Здравствуйте, меня зовут Виталий Микрюков. Я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук. И в этом видео я бы хотел ответить на вопрос, почему необходимо менять охлаждающую жидкость в лазерном аппарате. Давайте начнем. Как возник этот вопрос? Я, честно говоря, считал, что это очевидная вещь. Однако, столкнувшись с вопросами от владельцев лазеров, я понял, что для них это сюрприз. Поэтому давайте разбираться, зачем нужно менять охлаждающую жидкость. Важный факт. Лазеры для удаления татуировок имеют водяное охлаждение. Почему? Потому что в момент возбуждения рабочего кристалла ксеноновая лампа выделяет огромное количество энергии. И 80-90% этой энергии уходит в бесполезное тепло, которое накапливается в манипуле. А так как такие лазеры работают с частотой 8-10 вспышек в секунду, то есть 500-600 вспышек в минуту, то количество тепла, накапливающегося в манипуле лазера, достаточно большое, и его нужно выводить. Иначе произойдет перегрев ксеноновой лампы и кристалла, что может привести банально к выходу лазера из строя. Я уже не говорю о том факте, что при нагреве оптические и физические свойства рабочего кристалла изменяются, и это сказывается на качестве вспышки, а значит на эффективности процедуры. Поэтому качественное охлаждение манипулы и кристалла играют критически важную роль при работе с лазерами для удаления тату. Итак, без воды нельзя работать. В большинстве лазерных аппаратов установлены специальные датчики. Датчик наличия воды, датчик температуры, датчик потока. И без них аппарат не позволит вам работать. То есть он предупредит об ошибке, об отсутствии воды, либо недостаточном охлаждении. Хотя встречаются аппараты, в которых это все в целях экономии было вырезано. И они позволят вам работать без какого-либо охлаждения. Какую воду надо использовать? Из-под крана, из чайника, из кулера? Нет, это неверно. Необходимо использовать дистиллированную, а лучше деионизированную воду. Это специальная очищенная вода, лишенная минеральных солей и подходящая для охлаждающей системы таких аппаратов, как лазер. Говорил, порожняком пойдет. Скользко, как в Турции. В более качественных аппаратах внутри установлены системы водоподготовки. Это механические фильтры и ионообменные фильтры, которые обеспечивают достаточную чистоту охлаждающей жидкости. В таких аппаратах замена воды может производиться реже. Почему важно использовать именно очищенную деионизированную воду? Это нужно для того, чтобы на вашем кристалле и рабочей лампе не откладывался налет, накипь и ржавчина, потому что они снизят эффективность работы постепенно, а вообще могут привести к выходу лазера из строя. Также иногда рекомендуют добавлять в охлаждающую жидкость немного спирта в качестве консерванта от биологических загрязнений. Итак, как часто необходимо менять воду? Прежде всего, отталкивайтесь от инструкции вашего производителя. Зачастую в них пишут рекомендацию менять воду один раз в месяц. По факту обычно достаточно заменять воду раз в 2-3 месяца. Если у вас в аппарате используются фильтры тонкой очистки, то заменять воду можно реже. В любом случае, я рекомендую следовать инструкции вашего поставщика. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите свои вопросы в комментариях, а я постараюсь на них ответить. С вами был Виталий Микрюков. Всем пока!